25 лет. 25. Страшное число, как ни крути. Так еще и мне самому ровно столько же, что в разы страшнее. Да. Sirius Sam The First Encounter. Как же давно это было. Это было так давно, что уже и не упомнить первого образа, первых впечатлений. Будто оно всегда с нами было. Однако я точно помню, как начинало во мне что-то зарождаться по отношению к этой игре, включая из раза в раз The First Encounter. Ну, или если точнее, первую кровь в нашей локализации. Я помню, как любил эту цветовую палитру, этот саунд-дизайн, эту музыку, этих врагов, это окружение. Я помню, как буквально мог придать каждому оружию свой характер и свой образ. Настолько яркой и говорящей игра мне виделась. Но затем пройдет примерно год, за ним еще один, а после уже 5 лет, 10 лет, и вот мы здесь. Время шло, мы взрослели, и отношения с серией становились, скажем так, сложными. Были моменты восторга, были моменты искреннего непонимания и даже хейта. Серия менялась, мы менялись, и порой казалось, что мы с мистером Стоуном идем в разные стороны. Но так или иначе, мы все еще здесь, все еще в этой точке истории. Если в нее, конечно, после окончания этого видео не ворвется Сэм из будущего с накладной бородой и снегоходом под подмышкой. Тогда, скорее всего, таймлайн мы изрядно изменим и станем фанатами Дюк Нюкема какого-нибудь. Ладно, если серьезно, я не знаю, что даст нам завтрашний день, что даст нам анонс новой части по Сэму. Я искренне не знаю, чего ожидать. Будущее у серии, как и у комьюнити, туманно как никогда. Но надежда умирает последней. И поэтому я надеюсь, что серия найдет себя в будущем. Быть может, даже в ближайшем будущем, кто знает. И сможет реанимировать в нас то, что когда-то ярко горело и греет душу нам до сих пор. Я поздравляю всех вас с этой действительно огромной по величине датой. Stay Sirius, все дела. С вами был Рик, и я не прощаюсь. Всем привет, меня зовут Иван. Для многих я могу быть известен под псевдонимом Мистера Огурчик. Я очень большой и давний фанат серии Sirius Sam. Само собой, я не единственный такой, и среди нас очень много ярых фанатов, и на каждого из нас эта серия игр повлияла по-своему. То же касается меня. Sirius Sam повлиял на воспитание моей личности. Игра привила мне привычки не бояться трудностей, идти до конца, не бояться пробовать что-то новое, а также сформировала очень многие мои вкусы. Например, любовь к рок-музыке. Благодаря Sirius Sam я нашел очень много друзей. По сей день мы любим собраться за банкой пива, потусить, что-нибудь пообсуждать, поиграть, встретиться, съездить друг к другу в гости. В общем, мои парни очень близкие для меня друзья, но я бы никогда с ними не познакомился, если бы не Sirius Sam. Помимо этого, Sirius Sam позволил мне проявить себя также и как творца. Благодаря Sirius Editor я прикоснулся к сфере геймдева, создав десятки карт. Какие-то из них полюбились игрокам, какие-то не очень. Я думаю, некоторые мои проекты многие игроки вообще недолюбливают. Тем не менее, для меня был важен непосредственно процесс создания, процесс творения. Открыть Sirius Editor и построить свой уровень в нем — это то же самое, что взять чистый холст бумаги, краски, кисти и просто начать творить. Создавать некое произведение, вливая туда свои эмоции, чувства, душу. Иногда даже все то, что просто банально накипело. Способ освободиться от внутренних эмоций. Выразить их графически, визуально. А помимо этого, продемонстрировать это другим и даже поиграть в это, что очень круто. Sirius Sam позволил также обрести мне медийность. Да, совсем маленькую, но медийность. И даже начать на этом зарабатывать. В общем, Sirius Sam был со мной столько, сколько я себя помню. Познакомился я с игрой в далеком 2004 году. Тогда мне было всего лишь 2 года. Мой отец любил играть в компьютерные игры, играл в крутого Сэма. Это было классическое второе происшествие с диска от 1С. Мой отец посадил меня к себе на колени, положил мои руки на клавиатуру и мышь, и мы начали играть. Уже в 3 года на самой низкой сложности я спокойно проходил множество уровней в игре, само собой также не без помощи родителей. А сейчас уже 2026 год. Моя любимая франшиза отмечает свое 25-летие, и я все еще нахожусь вместе с ней, внутри нее. Она также остается со мной и занимает особое место в моем сердце, в моей душе. Для меня это больше, чем игра, больше, чем комьюнити, больше, чем творчество. Sirius Sam стал буквально огромным куском меня самого, моей личности. И я безмерно благодарен за это нашему сообществу, разработчикам из компании Kratim, а также своему отцу.
Не могу сказать то, что я останусь в этом сообществе навсегда, однако всецело смело могу заявить, что Sirius Sam навсегда останется со мной. Я никогда не отвернусь от него, ровно так же, как и татуировка серьезной бомбы на моем плече. Я никогда не отвернусь от Sirius Sam, однако, пожалуй, дополнить мне больше нечего. Премного извиняюсь, если влил чуточку воды, обычно я пишу свой голос под сценарий, но в этот раз решил изложить все так, как лезет изнутри, от души. Поэтому, что ж, хочу поздравить вас всех с юбилеем. Эти 25 лет были очень ценными для каждого из нас. И я крайне надеюсь, то, что еще через 20 лет мы сможем с вами вновь это вспомнить, обсудить, подискутировать. Это было бы очень круто, ребят. Спасибо, что послушали меня. Мне было очень приятно поучаствовать в этом. Что я могу сказать про эту франшизу? Могу сказать то, что когда я был мелким, я познакомился с ней почти так же, как и, наверное, большинство людей познакомилось с ней. Кто-то в моей семье купил диск с первой частью. Помню, как моя двоюродная сестра играла в эту игру. Я смотрел на это. Мне тогда мелкому это очень понравилось. Я прямо любил играть. В особенности я любил играть в бизнес-матч карты. Правда, играл я один, никого ни с кем. Потом, помню, у меня был промежуток времени, когда я про Сэма тупо забыл. Вспомнил только то, что есть третья часть, как-то на это не особо обратил внимания. Потом, где-то в 2020 году мой интерес снова возрос, когда анонсировали четвертую часть. Я тогда и присоединился в целом к комьюнити, точнее, присоединился к Discord серверу, оттуда я уже перешел на другие сервера, и так понеслась и все такое. Могу сказать, что сейчас я в сообществе, не особо там занимаюсь, конечно, прям чем-то таким особым. Делаю временами моды, их сейчас можно видеть на заднем плане. Но я могу сказать, что эта франшиза довольно интересна, мне она очень нравится, в особенности в удивительно лорной составляющей, хотя многие люди считают, что, лор Сэмми это такое, но я считаю, что там есть потенциал, там есть где можно разойтись. Правда, Кратим не особо расходится, хотя вроде в четвертой части есть какие-то заделы на что-то, на какой-то большой сюжет, там, Сэм из будущего и все это такое. Но будем надеяться, что какая бы следующая часть ни вышла, они этот потенциал полностью раскроют, и у нас будет хорошая игра, которая прям всем понравится. Могу сказать, что будем надеяться, что на 25-летие Кратим прям приготовит что-то особое, что-то огромное, и больше мне нечего сказать на этот счет. Серией «Тупой Сэм» я знаком довольно-таки давно, но активно интересоваться ей стал в году 20. Именно в тот момент, когда активно тизерили и анонсировали четвертую часть. В поисках больше информации я открыл для себя и другие игры серии, начал интересоваться комьюнити, нашел в себе довольно приличное количество друзей. Грех не сказать, что Сэм очень сильно повлиял на меня как на контент-креатора. 80% всего моего творчества составляет именно Сэм. Рисунки, игрули, логотипы, даже проекты, которые не связаны с Сэмом, частично им пропитаны. От Сэма в первую очередь получаешь удовольствие. Получаешь удовольствие от геймплея, получаешь удовольствие от музыки, от стиля, модов, да и комьюнити в конце концов. Несмотря на наличие всяких дурачков, есть очень много реально крутых и талантливых ребят, которые за все эти годы стали мне как родные просто, ёпте. Хотел бы выразить благодарность не столько серии, сколько людям, что, как и я, интересовались и будут интересоваться похождениями тупого, кривого Сэма. Поздравляю вас с 25-летием серии. Привет всем, на связи Новичок. Дорогие фанаты и члены комьюнити Серьезного Сэма. В этот замечательный день хочется пожелать вам лишь одного, чтобы данная серия игр жила и процветала еще 25 лет, как минимум. Столько всего произошло с этой серией игр, однако одно всегда оставалось неизменным. Какую часть ты бы не запустил, всегда получишь дозу веселья и хороших впечатлений. Я хоть в этом комьюнити относительно недавно, однако смею заявить, что это самое дружное и ламповое сообщество, которое мне только доводилось встречать. Столько новых знакомств замечательных, столько талантливых и прекрасных людей здесь обитает, просто не счесть. Хочется всем им пожелать и дальше радовать нас прекраснейшими модами, картами, рисунками, песнями, каверами и всем-всем-всем другим. Еще раз всех с праздником!
Дорогое сообщество Сириус Сэма, с вами на связи Андрей Тананракс. С игрой я познакомился еще даже до выхода второй части, а с сообществом где-то через годик после выхода БФЕ, коим очень долгое время залипал. Всегда было приятно поиграть большой тусовкой, в человек так 16. До сих пор помню, как глаза на затылок заползали, когда видел бешеные финтифлюхи от спидранеров. Не, честно, я правда про это не знал. В какой-то момент очень понравилось играть в моды с ребятами. Ну реально, всем нравится путешествие Сэма, а с модами еще можно как-то это дело продолжить. Создается множество интересных выдуманных историй, перейдя к оригинальной истории, ну или просто забав на вечерок. С русским сообществом я познакомился значительно позже, примерно лет 5 спустя. Ввиду личных тараканов в голове наделал делов, о чем до сих пор жалею, но во всем есть свои плюсы. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Многие знают меня как в первую очередь мододела, и я очень горжусь тем, что уже столько лет что-то создаю на Сэма. Ну правда, это просто залипательно. Особое место в моем сердце занимают всяческие джемы и мод КМС-1 Crystal Impact, поскольку осознал, что вместе создавать большие вещи гораздо легче и веселее. Это еще один повод для сообщества держаться спина к спине, честно. Сколько бы я ни создавал, всегда мало. Хочется еще. Наверное, так и выражаю свою любовь к Сэму, поскольку, буду честен, что бы я ни говорил, это любовь на всю мою жизнь. И первый Сэм мне нравится, и второй, и третий, и четвертый. Разницы особо нет. Но все-таки самую первую часть Сэма, первое пришествие, я хочу поздравить со столь прекрасной цифрой. 25 лет. Многим членам сообщества столько нету. Потрясающе. Хочу выразить искреннюю благодарность всему сообществу Сэма за все проведенное время. Я рос вместе с вами, учился чему-то новому, обретал новых друзей, вместе переживал тяжелые ситуации. Если кого обидел, извините. Ну, и на последней ноте. Ждите от меня в этом году мод. Он лучше расскажет вам, что я думаю о Сэме.